Друзья, ну что, развитие мультимодальных нейронок и продуктов, построенных на основе этих нейронок, мне кажется, просто ошеломляющим. И мы еще даже до конца не осознаем, что происходит. То есть мы уже видим огромное количество продуктов, построенных на основе искусственного интеллекта, которые могут читать, писать, создавать файлы, работать с любыми скиллами, работать с MCP-серверами. Это продукты, с которыми мы можем общаться непосредственно через их интерфейсы или откуда-то извне, через наш Telegram-бот. Они могут разворачиваться на удаленных серверах, они могут стоять непосредственно на ваших компьютерах. И все это доступно для вас в рамках одной сборки и одного продукта. Но это что-то. То есть я говорю про продукты, которые могут выполнять вообще любой спектр задач, которые для них доступны и которым вы их научили. То есть, например, вот продукт, который работает в Telegram, может построить вам сложнейшие схемы, причем сразу отдавать в формате Excalibur и присылать непосредственно в ваш Telegram, описывать, что он сделал. Либо по другой просьбе этот же самый продукт, эта же самая нейронка идет на сайт, делает скриншот, присылает вам обратно скриншот. Либо может работать в нескольких режимах, может перейти в режим бухгалтерию. После этого вы накидаете ей какое-то количество PDF-файлов, либо других файлов, текстовых файлов. Она скажет, что все это она приняла, и ты после этого попросишь сделать какой-нибудь сводный отчет. Нейронка сделает отчет и опять же пришлет непосредственно тебе в Telegram файл, который впоследствии ты, если хочешь, можешь попросить ее закинуть в какую-нибудь CRM-систему, переслать бухгалтеру, сделать любые другие действия. То есть вот это развитие нейронок и продуктов, построенных на их основе, ну, честно, просто сводит с ума. Если мы посмотрим под капот подобного проекта, то это мега простой проект. Как мы видим, здесь довольно очевидные переходы, довольно понятное количество нод. И сегодня, друзья, мы с вами научимся строить такие проекты, пройдем по каждой ноде, разберемся, что для чего здесь создано, и полностью освоим этот материал. Ну, конечно, нет, мы не будем этим заниматься, потому что мы будем изучать подобный подход на продукте, на основе продукта, который является разработкой нашей команды. Он наследует все топовые принципы, которые мы видели недавно в таких продуктах, как OpenClaw, позволяет настраивать себя буквально за считанные минуты, сразу получать все взаимодействие в пакете. И более того, при желании этот продукт будет работать 100% в замкнутом контуре на основе локальных нейронок. И самое важное, что этот продукт с открытым исходным кодом, каждый из вас, из нас может взять его, установить себе, доработать под свои нужды, заставить его выполнять такие кейсы, которые нужны именно вам, приспособить для своего бизнеса, для своих команд. В общем, нам кажется с командой, что это необходимо и очень важно выводить такие продукты в open source, отдавать их абсолютно бесплатно, потому что кажется, что за этим следующим витком развития нейронок огромный потенциал. И чем раньше мы начнем использовать такие продукты и внедрять их в свою жизнь, тем больше дополнительных возможностей мы сами для себя можем раскрыть. Поэтому сегодня мы разворачиваем один из таких продуктов на собственном сервере, абсолютно секьюрно, даем ему доступ к MCP-серверам, к скиллам, к своему Telegram-боту, который будет работать непосредственно с ним. Учим его векторизовать данные, если мы захотим, например, дать ему долговременную память из наших документов. И смотрим, каким образом это все работает в замкнутом контуре. Такое интересно? С вас лайк, подписка там внизу. Ну и оставляем какой-то комментарий для того, чтобы это видео увидело как можно больше людей. Итак, наш сегодняшний герой называется Agent. Это, как я сказал, одна из разработок нашей команды. И здесь, в принципе, построен фокус на том, чтобы его можно было развернуть максимально просто, для того, чтобы не только вы, но и даже ваши родители или люди, которые мало общаются или знакомы с искусственным интеллектом, могли воспользоваться продуктом такого характера. Поэтому здесь предусмотрен аккуратный онлайнер, который делает все буквально за вас. Вам нужно
поставить его на свой компьютер, либо на какой-то удаленный сервер. Я, естественно, должен вас предупредить, что продукты подобного характера, они могут таить в себе опасность, потому что они выполняют скрипты, они выполняют команды в терминале, они редактируют, удаляют файлы. Поэтому, пока вы только осваиваетесь, я советую разворачивать это в какой-то изолированной среде. Данная команда развернет данный продукт в докере, в контейнере в отдельном и, скажем так, будет работать изолированно, поэтому забираем эту команду и разворачиваем себе где-нибудь VPS. Давайте искать где. Я совершенно не собираюсь рекомендовать вам какие-то провайдеры, потому что вы сами знаете, какие вам нужны, я думаю. Я использую, у меня вот есть аккаунт на Biget, я поэтому использую Biget. Вы будете разворачивать себе на любом другом провайдере сервер, у вас будет один в один процесс. Единственное, выбирайте себе локацию, которая, если вы потом захотите работать с коммерческими нейронками, чтобы вам было проще, выбирайте локацию, которая работает с коммерческими нейронками. И если вы захотите разворачивать себе Алламу и локальные нейронки, то, конечно, вам нужны будут соответствующие мощности на сервере и желательно даже, естественно, графическая карта. Я сейчас вам покажу просто разворачивание на простейшем сервере. Я буду использовать коммерческую нейронку, но расскажу про локальную. Соответственно, беру такую конфигурацию. Я, скажем так, человек старой закалки, я все ставлю на Ubuntu 22, потому что как-то кажется, что работает все это постабильней. Нажимаю «Создать виртуальный сервер», и мне буквально за минуту создастся мой сервер. Вот у меня мой IP этого сервера, и сейчас мне на почту придет пароль, с которым я смогу залогиниться на этот сервер. Итак, я забираю вот эту строчку root, собака и IP-адрес сервера, открываю свой терминал, вы открываете любой терминал, который у вас есть, пишу SSH, вставляю root и IP нашего сервера, нажимаю Enter. Сейчас нам будет предложено создать ключ, нажимаем Yes, и нужно будет ставить пароль. Я иду в свою почту, забираю пароль от этого сервера, вставляю пароль, нажимаю Enter и оказываюсь на своем сервере. И единственное, что мне нужно сделать для того, чтобы установить агент, нужно забрать вот этот онлайнер, вернуться на сервер, вставить его и нажать Enter. После этого начинается установка нашего продукта, и через какое-то время я к вам вернусь, когда он установится. Кстати, пока устанавливается, обязательно вас призываю подойти серьезно к этому проекту, посмотреть на него. Если понравится, поставить звезду на GitHub. Если захотите стать контрибьютором или поучаствовать в нем, то обязательно тоже дайте знать, потому что нам очень интересно посмотреть, куда это выходит, куда он может пойти. Так что обязательно потестируйте. Ну что, наша основка только что завершилась, поэтому нам нужно посмотреть, какой у нас IP-адрес, забрать его, вставить прямо в адресную строку и открыть его на порте 3000, потому что именно на этом порте запускается агент. Если мы посмотрим на его документацию, то мы увидим, что изначально он защищен простейшей аутентификацией и, соответственно, он защищен логином, паролем admin, поэтому мы берем пароль admin, вставляем его сюда, нажимаем Sign In, и первым же шагом нам предлагают поменять этот пароль, поэтому мы обязательно его сразу же меняем, чтобы он был сильный и уникальный. И, если честно, то с этого момента мы уже можем начать пользоваться агентом. Единственное, нам нужно создать какой-нибудь проект, давайте его назовем AI, и обязательно еще раз привлекаю ваше внимание к этому ворнингу, что этот AI-агент может делать необратимые вещи, может редактировать, может удалять файлы, может выполнять скрипты, поэтому обязательно используйте его аккуратно, смотрите, что он делает, потому что в какой-то момент что-то может пойти не так. Мы создаем с вами проект, и сейчас у нас окно, которое просит дать какой-нибудь API-ключ. Здесь сейчас на выбор уже широкий выбор нейронок. Естественно, наверное, нас интересует Alama. Обратите внимание, что если у вас рядом будет в докере крутиться Alama, вы всегда сможете ее подключить, выбрать вам нужную модель и начать пользоваться агентом, и тогда у вас все замкнется в один контур. Я сейчас нас и вас мучить не буду, у меня есть ключ от OpenRouter,
Я его забираю, вставляю сюда, и вот мне OpenRouter предлагает все свои модели на выбор. Давайте попробуем какую-нибудь прямо дешевую-дешевую модель. Я выберу вообще GPT-4.1 mini, которая очень мало стоит, для эмбеддингов. Соответственно, здесь есть возможность векторизовать файлы, и причем хранить все векторы локально прямо на вашей машине. Сейчас мы это тоже посмотрим. Соответственно, мы выбираем модели для векторизации. Будет текст embedding small, нажимаем Save and Continue, и нам уже наш Agent предлагает присоединить Telegram. Пока у нас нету нормального соединения HTTPS, Telegram не сможет посылать свои веб-хуки вот на чистый IP-адрес и на сырой порт, поэтому пока мы это пропустим, нажмем дальше. И здесь уже есть какое-то количество предустановленных скиллов. Скиллы сделаны, в принципе, по всем канонам скиллов из документации Cloud Code. Здесь, давайте поставим Escalidro. Соответственно, это скилл, который позволяет классные схемы создавать. Здесь есть... Давайте поставим Playwright CLI, то есть это скилл, который позволяет входить и делать скриншоты каких-то сайтов, смотреть на консоль этих сайтов. В принципе, крутейшая вещь. И в самом низу можем зафиналить наш онбординг, и, в принципе, мы можем уже написать «Привет», и наш агент должен нам ответить. Первый старт, холодный старт, он долгий, то есть он может занять у вас 10-20 секунд. И вот нам нейронка отвечает, что все, она уже нам готова помогать. Давайте спросим, какие скиллы есть у тебя. У меня есть Excalibur, у меня есть Playwright CLI, и, в принципе, можем начать этим пользоваться. Здесь простейшая навигация, здесь мы можем создавать сколько угодно проектов для себя, мы можем это делать через интерфейс. Вообще продукт заточен на то, чтобы вы могли делать все через общение с нейронкой. То есть мы можем сказать, давай создадим новый проект бухгалтерия, отправляем эту просьбу к нейронке, и нейронка... Тут, в принципе, все очень сильно построено на использовании инструментов, то есть у нейронки огромное количество инструментов, которые позволяют редактировать файлы, читать файлы, создавать проекты и переключаться между проектами, и еще масса разных инструментов для того, чтобы она могла с нами квалифицированно общаться и выполнять наши задания. Соответственно, вы всегда можете посмотреть, какие инструменты она использует и какие результаты получает, потому что на основе этих результатов она потом дает вам ответы. Проекты — это, в принципе, основа всего того, что тут происходит, потому что в рамках проекта, если мы провалимся внутрь в проект, в рамках проекта вы можете настраивать отдельно MCP-серверы, отдельно скиллы устанавливать, отдельно cronjobs. Я, кстати, поговорю еще про это, потому что вы можете планировать задания для нейронки, она будет их выполнять с какой-то периодичностью, либо в заданное время, и вы можете в нейронку добавлять свои собственные знания. Соответственно, вы можете нажать Upload файл, отдать какой-то файл этой нейронки, он начнет загружаться, и в этот момент он начинает векторизоваться для того, чтобы превратиться в долговременную память нашего агента. Вот она оказывается у вас в проекте. Если вы ее нажимаете, вы всегда можете увидеть, на какие чанки разбит этот файл, и эти чанки векторизованы. Если мы перейдем в проект «Бухгалтерия», куда мы только что загрузили наши знания, и скажем, расскажи про агент, то нейронка должна, она использует знания теперь, которые у нее есть в долговременной памяти, и отвечает нам, что эта система искусственного интеллекта предназначена для помощи пользователям для выполнения различных задач. То есть это информация, которую она не могла бы почерпнуть из интернета, она взяла это из своей долговременной памяти. Более того, нейронка обладает возможностью запоминать какие-то важные аспекты вашей коммуникации. То есть мы можем сказать «запомни это», и будет инициирован вызов другого инструмента, который называется Memory Save. Да, мы видим, что у нас выполнился. И теперь, если мы провалимся вовнутрь проекта «Бухгалтерия», то мы увидим, что теперь у нас помимо файловой памяти есть еще запомненный факт, который
нейронка только что сама векторизовала и сохранила, и теперь она будет этим пользоваться в качестве долговременной памяти тоже. Дальше у нас есть вкладка Memory, которая как раз содержит всю сводную информацию по проектам, то есть это объединяющие страницы, чтобы внутрь проекта каждый раз не перескакивать, можно пользоваться этой страницей, видеть, что у нейронки в долговременной памяти. Дальше есть скиллы, соответственно, мы можем выбирать проект, в который мы сейчас будем добавлять скиллы. Вот мы видим, что здесь в бухгалтерии у нас нету ни одного скилла, а и здесь в AI-проекте есть уже 2 скилла, которые мы устанавливали при анбординге в это приложение. Мы сейчас ими воспользуемся. MCP-серверы. Здесь по умолчанию прокинуты умолчательные MCP-серверы, просто ради того, чтобы была структура. И мы видим, что вот сам файл servers.json, он здесь присутствует. И как только MCP-сервер оказывается у нейронки в распоряжении, она начинает им пользоваться и доставать всю необходимую информацию. Cron Jobs — это вообще мега классная вещь. Вы можете вручную настраивать какие-то напоминалки, но здесь, в принципе, все сделано для того, чтобы вы вручную не делали ничего. Вы можете создать новый чат и сказать, я пишу, пришли мне стишок короткий через 30 секунд, и прямо указываю, что я бы хотел, чтобы это происходило через Cron, потому что эту задачу можно решить несколькими путями, то есть создать скрипт, а можно воспользоваться нашей Cron-функциональностью. Она создает новый крон. С первого раза не получается, потому что она сейчас пытается запарсить, что такое через 30 секунд. Со второго раза у нее получилось. И теперь у нас крон создался. Мы можем пройти вниз, увидеть, что у нас есть запланированная крон-работа. И теперь, если мы вернемся обратно на наш чат с нейронкой, то через 30 секунд, как и запланировано, нам нейронка пришлет коротенький стишок. Это просто работает круто, это очень удобно. То есть мы можем этим пользоваться для того, чтобы... вот наш стишок только что прилетел от нейронки, и как раз он сказал, что вот ты просил через 30 секунд. Через 30 секунд получай. Этим можно пользоваться для того, чтобы по расписанию просить ее делать какие-то важные задачи, ходить в интернет, скрепить сайты, каждый день в 8 утра создавать какие-то файлы, высылать вам какие-то апдейты. То есть Cron — это очень мощная и удобная штука, поэтому обязательно тоже пользуйтесь. В настройках здесь уже часть функциональности, которую мы смотрели. Мы здесь можем задать нейронки для чата, для эмбеддингов, можем поменять наши креды. Здесь самое важное, в принципе, что есть у продуктов такого типа, это исполнение кода, то есть она может у нас исполнять Python, ноду, и shell команды, использование памяти. И здесь есть Web Search, соответственно, если у вас Tebele API ключ есть, то вы можете сюда его предоставить. Давайте мы перейдем в tebele.com, нажмем логин, заберем наш API-ключ, вернемся в agent, вставим его сюда, сохраним настройки. Я теперь могу вернуться в наш чат, сказать, посмотри в интернете, сколько лет Сальвадору Дали. И сейчас мы увидим, как будет инициирован Web Search как раз с помощью инструмента Tebele. Мы видим, как уже нейронка получает первые ответы от него и говорит, что он прожил 84 года, умер в 89 году. Так как нейронка у нас довольно маленькая, 4.1 мини, я думаю, что она могла бы сделать лучше и посчитать количество лет от даты его рождения. В принципе, если вы подключите нейронку чуть помощнее, то и, соответственно, результаты интерпретации поиска будут получше. Давайте сейчас двинемся дальше по установке, потому что сейчас, как вы видите, мы совершенно небезопасно общаемся. У нас сырой открытый порт смотрит наружу. Да, мы защищены аутентификацией, но это такая себе защита, поэтому сразу сейчас запроксируем и сделаем так, чтобы мы общались с нашей нейронкой через HTTPS, через наш собственный домен. Давайте поставим такой вот файловый менеджер. Все эти команды, которые я сейчас делаю, я прямо прикреплю в свою Telegram-группу и в описание к этому видео, для того, чтобы вы прямо могли идти по шагам, просто вставляете по очереди команды, ждете, пока они выполнятся. У нас сейчас установился наш простейший файловый менеджер, и мы видим, что на нашем сервере появилась папочка agent, и здесь появилась папочка data.
И вообще говоря, если вы сильно переживаете за приватность, то все, что производит нейронка, все, о чем она с вами общается, особенно если вы используете локальную модель через Llama, то остается здесь. Вы видите здесь всю историю чатов, то есть она прямо на вашем сервере. Вы видите здесь все файлы, которые загружены в вашу нейронку. Видите векторизованные данные. Да-да, то есть сейчас нейронка не использует внешнюю базу, она создает векторы в файле vectors.json и оставляет все векторы прямо здесь. Вот сами проекты, все проекты, которые мы создали. Здесь в проекте есть все MCP-серверы, которые прописаны, то есть мы можем нажать «Открыть этот файл», видим все MCP-серверы, которые прописаны для конкретного проекта. Аналогично со скиллами мы видим, что вот наши два скилла Excalibur со своими референсами, со своим файлом skill.md, все здесь прописано и все остается прямо в этом каталоге. То есть вообще все. Нам нужно сделать сейчас, скажем так, базовые защиты. Нам сейчас нужно будет добавить дополнительного пользователя, не root пользователя, поэтому мы вставляем вот такие две команды, придумываем пароль для нового пользователя, повторяем пароль для нового пользователя. Здесь можем все оставлять пустым, и все. Теперь у нас новый пользователь создан. Мы в него переключаемся, и вот видим, что у нас наш пользователь, который называется deploy, теперь мы под ним. Каждый раз, когда мы захотим перейти под root пользователя, нам нужно будет вводить дополнительный пароль, который мы придумали для нашего второстепенного пользователя, ввели и оказались уже под root правами. Теперь нам нужно открыть дополнительное окно нашего терминала. Вот это окно сейчас коммуницирует с нашим локальным компьютером. Нам нужно создать SSH-ключ для того, чтобы по паролю не было доступа к нашему VPS-серверу. Это гиперважно, это основа и база безопасности. Прописываем вот такую команду, нажимаем Enter. Здесь вводим имя файла, можем ввести agent, можно без пароля. Все, у нас появился наш SSH-ключ. И тут мы пишем SSH, copy, ID, deploy имя пользователя. И здесь нам нужен IP-адрес нашего сервера. Вот я его вижу, он тут сверху светится. Нажимаем Enter. Все, наш ключ прокинулся теперь нам на сервер. Нам нужен здесь пароль для нашего пользователя deploy. То есть мы его вводим. Все прекрасно. Теперь можем сделать самую важную вещь. Здесь мы уже под рутом, мы обратно ушли сюда. Поэтому сначала закрываем по фаерволу вообще все порты. И сейчас разрешаем доступ к 22 порту. Это, в принципе, порт, по которому мы можем зайти в админку нашего сервера только IP-шкам, в которых мы уверены. Например, если у вас есть какой-то постоянный IP-адрес, то прописывайте его здесь, и тогда к вашему серверу можно будет по 22 порту постучаться только через этот IP-адрес. Потом разрешаем 80 и 443 порт. Там будет работать Nginx у нас. И enable'им наш firewall. И просим сказать его статус. Все, теперь мы видим, что у нас. У нас, в принципе, открыты только порты, которые должны быть открыты, и 22 порт у нас доступен только через определенный IP-адрес. И дальше мега большая команда, которую я тоже положу, она, по сути, запрещает доступ к вашему серверу через пароль, разрешает только по SSH-ключам. Вот мы выполняем, и можем проверить следующей командой, что вот у нас закрыты логины по паролю, и допустимый юзер наш deploy. Но на самом деле мы уже нормально защитились. Наверное, уже на уровне выше, чем 99% пользователей OpenClaw. Нормально, но это еще не все. Заходим обратно в наш файловый менеджер. И здесь создаем новую папочку, которая называется Nginx. И нам сейчас нужно установить наш прокси-менеджер для того, чтобы защитить все наши соединения. Можно поставить 1000 разными способами. Я по старинке создаю Docker Compose файл и разворачиваю его. То есть я тут так и пишу nano Docker Compose YAML. Нажимаю Enter и сюда вставляю вот такое описание. Собственно, это установка Nginx из вот этого образа и, в принципе, открытие портов, создание дисков. Ну, здесь я нажимаю Ctrl-S, теперь Ctrl-X, чтобы закрыть этот файл уже сохраненный. И мне остается только написать Docker Compose App
/d. Нажимаю Enter, и у нас начинается установка нашего Nginx в Docker. Docker мы уже установили, когда ставили agent, поэтому сейчас нам еще Nginx наш установится, и все. Ну что, Nginx установился, и теперь как мы можем зайти в его админку? Мы-то знаем IP-адрес нашего агента, вот этот же самый IP-адрес, только порт нам нужно будет, если мне не изменяет память, 81. И да, вот наша админка открывается. Здесь мы создаем логин, пароль прописываем, нажимаем Save. Все. Наш Nginx менеджер уже здесь. Здесь нам нужно будет с вами создать, по сути, два прокси-хоста. Один для нашего агента, а второй для самого Nginx. Ну, для того, чтобы вот это вот безобразие с сырым портом не торчало тоже наружу. Мы здесь нажимаем Add Proxy, и здесь нужно будет ввести доменное имя. Откуда мы его берем? Ну, вам нужен домен, естественно. Как только у вас появится домен, то в админке этого домена вам нужно будет создать две записи. Вот у меня через Cloudflare менеджерятся мои домены. У меня есть тот самый наш любимый домен Ishinka Pro. Я нажимаю здесь «Создать запись». Здесь тип A и указываю имя. Ну, давайте я введу тест 66. А IP — это тот самый IP, на котором у нас сейчас крутится наш агент, а мы его знаем. Это тот же самый IP. Сюда мы его вставляем, убираем вот этот мусор слева-справа и говорим, что пока проксировать не хотим, нажимаем Save. Вот у нас создался тест 66. Давайте сразу создадим еще одну, 2 раза не вставая. Тоже будет запись, тест 67, тот же самый IP нашего сервера. Здесь убираем проксирование пока. Вот у нас два красивых наших доменных имени. Давайте на 66 повесим сам агент, а на 67 Nginx. Здесь я вставляю тест 66. Он у нас на домене ishinka.pro. А здесь нам, так как у нас все крутится в докере, можно прописать название контейнера, как он у нас называется. Возвращаемся в терминал, пишем docker ps. Видим, что у нас наш один называется контейнер agent app1, а другой Nginx proxy manager. Соответственно, вот нам нужно название этого контейнера, вставляем сюда. Порт мы помним, порт 3000, вот эти две нижние отмечаем, переходим на SSL, здесь выбираем request сертификат, выбираем первые 4 штуки, нажимаем save. Сейчас у нас должен создаться сертификат для нашего хоста и, в принципе, запроксируется. Это значит, что наш агент уже должен быть доступен на тест 66. Он пока не доступен, сейчас объясню почему. Давайте сразу создадим еще один. У нас же был тест 67, еще такой домен, Ishinka Pro. И он называется у нас контейнер Nginx Proxy Manager, и он на 81-м порте. Вот эти две. Здесь новый сертификат. Вот это вот все делаем. Нажимаем Save. Все, у нас создался еще один хост. Теперь по тест 67 у нас доступен наш Nginx. Ну, это ли не прекрасно? Единственное, что они у нас сейчас, наши агенты и Nginx, доступны как по нашему домену, так и по прямому адресу с сырым портом. Это никуда не годится. Поэтому мы с вами возвращаемся в наш терминал и делаем буквально несколько телодвижений. Можно прямо ручками найти в каталоге agent file.env. Здесь у нас лежат все наши переменные. И здесь видно, что у нас есть хост 000. Его мы меняем на 127.0.0.1. Нажимаем Ctrl-S, потом Ctrl-X. Все мы закрываем. И теперь нам нужно сделать docker compose up. По сути, это пересоздаст наш контейнер, и теперь, если мы обновимся, то, вообще говоря, он у нас уже не грузится, что так и должно быть. Подобную манипуляцию я предлагаю делать и с Nginx сразу, то есть здесь, если мы перейдем в Docker Compose, нажмем «Редактировать», то здесь можно безболезненно теперь вообще удалить 81 порт, потому что нам не нужно, чтобы он смотрел наружу. Нажимаем Ctrl-S, сохраняем, потом закрываем и говорим Docker Compose Up D. Это тоже пересоздает наш контейнер. Прекрасно.
Перепроверяем, вот у нас по порту. Также вот теперь все, не грузится наш Nginx, а вот по тест 67, Ишенка Pro, да, все грузится. Единственное, если мы сейчас попробуем загрузить тест 66, на котором наш агент крутится, то у нас ничего не получится, потому что наш контейнер с агентом и с Nginx, они сейчас в разных нетворках, поэтому возвращаемся в наш терминал и прописываем такую команду. Она звучит как Docker Network Connect. Это умолчательная сеть Nginx, Nginx Default, и коннектим к ней наш контейнер с нашим агентом, нажимаем Enter, после этого возвращаемся в наш браузер, нажимаем Reload, и все, теперь у нас начинает грузиться наш агент. Друзья, вы еще со мной? Я, конечно, понимаю, что это какая-то жесть, если вы до этого никогда не общались с администрированием и какой-нибудь разработкой, но начать работать с агентом можно было за первые 3-4 минуты видео, когда мы его уже установили и по прямому IP-адресу. Вы это видели. Моя задача сделать так, чтобы это было несколько более безопасно, чем это происходит обычно, для того, чтобы ваши данные оставались под контролем. Поэтому, вот так. Тут мы можем теперь нажать username, пароль и пройти внутрь нашего агента. И вот мы оказываемся снова в нашем агенте, но уже со здоровым доменом. Если у нас есть домен, это значит, что мы можем незамедлительно перейти в вкладочку Messengers и присоединить наш Telegram сюда. Здесь требуется ввести токен вашего бота, для этого идем в Telegram, открываем бот Fuzzer, то есть прямо в поиске ищем этого бота, здесь нажимаем новый бот, он говорит, давайте дадим ему имя, вы даете имя, и он создает вам токен этого бота. Вы потом можете его увидеть в приложении, либо он прямо в чат его пришлет. Соответственно, вы переходите на этого бота, забираете токен, вставляете теперь этот токен вот сюда, а public base URL, так как мы теперь уже прикрутили нормальный домен, мы прямо его сюда впишем. Это значит, что Telegram будет вот сюда посылать все свои ответы, соответственно, коннектим, и видим внизу, что у нас статус Telegram Connected. Теперь тот самый бот, которого мы создали, должен коммуницировать с нашим агентом. Пишем старт, и он нам говорит, что доступ запрещен, потому что здесь предусмотрено такое понятие, как allow list, список разрешенных ID-шек, которые могут общаться с вашим ботом и с вашим агентом. Для того, чтобы обезопасить вас, здесь вы можете сгенерировать access код. Вот, вы прямо его заберете, и здесь пропишите по команде /код, вставляете ваш токен и посылаете. Теперь доступ выдан, теперь можно отправлять сообщение агенту, и теперь можно сказать «Привет, чем могу помочь?» В каком проекте мы сейчас находимся? Мы сейчас находимся в проекте под названием «Бухгалтерия». А какие проекты тут вообще есть? В этом окружении есть два проекта «Бухгалтерия» и «Я». Это вот они, те самые проекты. И более того, чаты в агенте работают таким образом, что каждый внешний чат сохраняется как внешняя сессия. И если вы перейдете сюда, вы увидите все общение, которое осуществлялось через Telegram, и все те инструменты, которые были использованы для того, чтобы вам отвечать через Telegram. Я говорю, переходи в проект AI. А мы-то помним с вами, что у нас в этом проекте были добавлены скиллы, да, вот Playwright и Excalibur. И мы ни разу не запускали эти скиллы и не пробовали их применять. А что если мы прямо из Телеграма, где он только что переключился в проект AI, скажем, сделай мне скриншот сайта send4sign.com и используй скиллы. Так как наш скилл ни разу не использовался, то если мы сейчас перейдем в него, то мы увидим, что тут понадобится устанавливать огромную кучу всяких зависимостей. Видите, он говорит, к сожалению, в текущей среде отсутствует установленный инструмент Playwright и CLI, необходимый для автоматизации браузера и создания скриншотов. Если хотите, могу предложить альтернативные способы получения. То есть здесь заложен защитный механизм. Он всегда будет пытаться не устанавливать что-то, искать альтернативные пути, но мы вместо этого можем сказать: нет, установи все, что нужно
И вот через несколько итераций наш файл доехал, и обратите внимание, что агент умеет посылать файлы в Telegram, либо, если эти файлы уже лежат в файловой структуре, вы можете прямо их скачать из браузера, что очень-очень удобно. Таким же образом можно себе устанавливать MCP-серверы, то есть если у вас есть какой-нибудь MCP-сервер, то вы можете попросить поставить агент этот MCP-сервер, оставь мне этот сервер, и можно прямо закинуть MCP-сервер сюда, и будет вызван определенный тул, который обновляет MCP-серверы. Все, он говорит, установлен. И если мы сейчас перейдем на вкладочку MCP, то увидим, что в проекте «Бухгалтерия» теперь установлен и Playwright. Ну и, наверное, вишенка на торте. Естественно, раз уж мы можем через Telegram общаться с нашим агентом, то мы можем это делать и через API Call. Здесь есть такое понятие, как Access Token. Соответственно, мы можем его сгенерировать, его обязательно скопировать. И после этого отовсюду можно посылать в агента API-запросы. Это будет эмуляция вашего общения, только теперь через API. Соответственно, мы указываем наш адрес, хост, где у нас крутится наш агент. В авторизацию мы прокидываем наш токен, и нам необходимо, чтобы в соответствии с документацией здесь содержались два непосредственных поля, это Session ID и Message. Session ID — это автоматически сгенерированное значение, просто с помощью этого вы сможете потом переключаться между чатами, то есть сказать, создать новый чат, потому что у чата есть свой ID, и непосредственно само сообщение. Это удобно делать через N8N, если вы подключите чат непосредственно к этой ноде и скажете «Привет», то запрос пойдет в вашего непосредственного агента, и система сейчас обработает его и ответит: «Привет, чем могу помочь? В каком проекте мы сейчас?» И сейчас нам система ответит, в каком мы проекте. Сейчас мы работаем в проекте под названием «Бухгалтерия». И теперь, если мы вернемся в бухгалтерию, то увидим, что также все внешние сессии также сохраняются в вашу историю чата, поэтому все всегда под контролем. И вы через Telegram можете не только получать ваши файлы, а также еще, кстати, тут тоже можно инициировать новую сессию командой /new, то есть новый чат. И теперь вы можете сюда прокинуть любой файл. Вот, допустим, у меня какой-то текстовый файл, если вы его закинете в вашего агента, то он, если вы посмотрите на сессию, на новую из Телеграма, то видите, что он прикреплен к этой сессии, и теперь вы можете спросить, о чем этот файл. И, соответственно, так как уже этот файл в системе агента, сейчас нейронка обработает этот файл и вернет вам ответ. Этот файл содержит стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Зимнее утро». И вы можете также сказать, пришли его мне обратно. Если, допустим, предварительно как-то его предложили поредактировать или попросили, то, соответственно, агент это сделает и после этого инициирует возврат файла непосредственно обратно к вам в Telegram. Ну вот, так как я использую довольно маленькую нейронку, сначала она мне попыталась прислать само стихотворение, но я сказал, пришли сам файл, и вот мне мой файл обратно вернулся для моей работы. В принципе, сейчас, я думаю, мы покрыли базовую функциональность. Я вас предлагаю попробовать этот продукт, потому что он реально может отрабатывать ваши задачи. Если вы, скажем так, следующий в разработке, то про контрибуцию тоже можете написать на почту. Если у вас есть аккаунт на Git, то обязательно оставляйте звезды. Это важно и это круто. Всем пока и до новых встреч.